10 июля 1985 года авиалайнер Ту-154Б с экипажем 219-го летного отряда выполнял рейс 5143 по маршруту Карши, Уфа, Ленинград. На борту лайнера находились 200 человек. Вылет по расписанию должен был состояться в 18 часов 45 минут. Самолет Ту-154Б, который был поставлен на этот рейс, прибыл из Ташкента в 18 часов 18 минут. В связи с поздним прибытием самолета и его повторной заправкой топливом, вылет состоялся с задержкой. Экипаж произвел взлет из аэропорта Карши в 23 часа при температуре воздуха 33 градуса по Цельсию. Набор высоты осуществлялся на номинальном режиме работы двигателей. Максимальная приборная скорость 515 км в час была достигнута на высоте 1800 метров и не превышала установленных ограничений. На высоте 5300 метров на приборной скорости 470 км в час экипаж включил систему автоматического управления самолетом и использовал режим стабилизации крена, курса и тангажа. В 23 часа 40 минут самолет достиг высоты 11 600 метров. Углы атаки и тангажа в полете на эшелоне практически не изменялись. Приборная скорость составляла 400 км в час и в течение 1 минуты 20 секунд заметно не увеличивалась при неизменном режиме работы двигателей на 85%. В 23 часа 41 минуту экипаж с целью корректировки высоты переместил рукоятку управления тангажом САУ от себя, в результате чего увеличилась вертикальная скорость снижения до 4 метров в секунду. И затем, стремясь не допустить значительной потери высоты, переместил ее на себя. В результате за 5 секунд угол тангажа увеличился до 10 градусов, и самолет со средней перегрузкой 1G был выведен на угол атаки 9,2 градуса, после чего началась предсрывная тряска и срабатывание сигнализации «Критический угол атаки», автомата углов атаки и сигнализации перегрузок АУСАП, что свидетельствует о выходе самолета за ограничение по углу атаки. Вертикальная скорость при этом увеличилась, и самолет перешел в набор высоты. При возникновении сигнала «Критический угол атаки» АУСАП практически без задержки вмешался в управление и отклонил колонку штурвала от себя на 2,5 градуса с уменьшением перегрузки до 0,8 G. Угол тангажа уменьшился до 5 градусов. Приборная скорость составляла 390 км в час. Через 15 секунд срабатывания АУСАП экипаж отключил САУ кнопкой быстрого отключения. Общее изменение высоты полета при указанном маневре составило не более плюс-минус 70 метров. Рут всех 3 двигателей в момент срабатывания АУСАП были переведены в положение полетного малого газа. Кто из членов экипажа перевел рут и причину этого однозначно установить не удалось. Через 3 секунды после отключения САУ вертикальная скорость снижения увеличилась до 6 метров в секунду. Экипаж отклонением колонки штурвала на себя на 5 градусов повторно вывел самолет на углы атаки, и снова сработала сигнализация «Критический угол атаки АУСАП». Угол тангажа при этом увеличился до 10 градусов. Через 4 секунды после второго срабатывания АУСАП команда «Критический угол атаки» пропала. Звуковая и световая сигнализация в кабине пилотов прекратила работать. При этом стрелка указателя угла атаки на АУСАП замерла на отметке 9,3 градуса и в дальнейшем на изменение углов положения самолета не реагировала. На второе срабатывание АУСАП экипаж отреагировал отклонением штурвала от себя на 2,5 градуса, что привело к уменьшению угла тангажа до 6 градусов. Приборная скорость уменьшилась до 380 км в час. В дальнейшем полет проходил с постепенным увеличением угла атаки и интенсивной тряской самолета. Вертикальная скорость изменялась в диапазоне плюс-минус 5 метров в секунду. Высота самолета увеличилась на 200 метров. При увеличении угла атаки до 14 градусов в 23 часа 42 минуты на скорости 330 км в час на боковых двигателях начали развиваться явные помпажные явления. Экипаж, стремясь предотвратить рост температуры и самовыключение двигателей, уменьшил режим работы двигателей до минимального и принял меры
к уменьшению угла атаки до 5 градусов. Вертикальная скорость снижения при этом увеличилась до 25 метров в секунду, а скорость уменьшилась до 290 км в час. В 23 часа 43 минуты самолет вышел на углы атаки более 20 градусов и перешел в режим сваливания. Самовыключение боковых двигателей произошло на углах атаки 18 градусов, а средний двигатель выключился на углах атаки более 25 градусов. Неполная и кратковременная отдача штурвала от себя в процессе сваливания не предотвратила кабрирование самолета и перехода в штопор. Общее время развития особой ситуации с момента первого срабатывания АУСАП до перехода самолета в штопор составило 77 секунд. В процессе снижения в режиме плоского штопора с вертикальной скоростью около 80 метров в секунду экипаж на высоте 10300 метров доложил об отказе всех двигателей. Командир дал команду на выключение двигателей и сообщил о беспорядочном вращении самолета и что экипаж принимает меры. Информация на землю передавалась в течение 30 секунд. В процессе падения лайнера экипажем выпускались средние интерцепторы. Проводилась работа по подготовке к запуску и запуск ВСУ. В дальнейшем на высоте 3000 метров экипаж отклонением элеронов по штопору приостановил вращение самолета. Однако других мер по выводу его из штопора предпринять не успел. В 23 часа 46 минут самолет столкнулся с землей в пустынной равнинной местности в 68 километрах северо-восточнее Учкудука, практически без крена и поступательной скорости. Первое касание произошло нижней частью хвостовой части фюзеляжа. Самолет полностью разрушился и сгорел. Все 200 человек на его борту погибли. По официальной версии, причиной катастрофы стало сваливание самолета в плоский штопор на высоте практического потолка с большой полетной массой при влиянии высокой нестандартной температуры наружного воздуха, малого запаса по углу атаки и тяги двигателей. Кроме того, экипаж допустил ряд отклонений от требований руководства полетной эксплуатации, потерял скорость и не справился с пилотированием самолета. Также широко распространена версия о том, что перед вылетом был нарушен режим отдыха экипажа, в результате чего общее время бодрствования пилотов составило почти 24 часа. Согласно документам расследования, экипаж, назначенный на рейс 5143, прибыл из Ташкента тем же самолетом в 18 часов 18 минут, следуя в пассажирском салоне в качестве служебных пассажиров. Об их предрейсовом отдыхе в Ташкенте официальных данных не имеется. В связи с тем, что речевой самописец оказался сильно поврежденным, точно установить, стало ли состояние экипажа еще одним особым условием полета, не удалось. Цитата Василия Ершова о данной катастрофе. Условия были обычные для Средней Азии. Жара. В жару самолет очень долго набирает высоту. Экипаж, как предполагают, включил автопилот и уснул, сморило. Самолет добросовестно набирал высоту, автопилот выдерживал курс и тангаж. Скорость с набором высоты все падала и падала, так как тангаж в процессе набора положено все время уменьшать. Но некому было чуть опустить нос самолета, чтобы восстановить скорость. Спал экипаж. В конце концов, самолет потерял скорость и свалился. Сработала сигнализация, экипаж проснулся, но определить, что же случилось с машиной спросонья, в первые секунды не смог, что ясно из записей внутрикабинных переговоров. Беспорядочные действия привели только к плоскому штопору, из которого вывести тяжелый лайнер невозможно. Если бы экипаж не спал, а самолет свалился на малой скорости, то своевременные и очень простые действия позволили бы вывести машину из сваливания, практически безболезненно, но с потерей 1000 метров высоты. А так самолет свалился в штопор с высоты 11600 метров и, вращаясь, как кленовое семечко, плашмя упал в пустыню. Надо обязательно поспать перед вылетом, как хотите. Смотрите также. 18 января 1988 года авиалайнер Ту-154Б авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс 699 по маршруту Москва-Красноводск-Ашхабад, но при посадке в аэропорту Красноводска грубо сел на взлетно-посадочную полосу и полностью разрушился. Друзья,
Мы создали второй канал «Планета катастроф», где мы рассказываем о техногенных, экологических, а также катастрофах по вине человека. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые истории.